Привет! Это обзор событий, которые проходили на HighStakes в сентябре, и нам поможет в этом регуляр HighStakes Аврора. Алексей, привет! Всем привет. Насколько я понимаю, в сентябре было много дорогой игры именно между регулярами. Расскажи об этом поподробнее, пожалуйста. Да, не только между регулярами, на ГГ и на VPN действительно было много экшена. Конкретно на VPN играло несколько любителей, которые прям очень долгие сессии играли. Из-за этого наигралось очень много раздач не только с ними, ну и, допустим, вот любитель играет стол, и люди стартуют новый стол в надежде, что он пересядет. То есть даже вот на VPN очень низкая рейковая нагрузка, и даже вот такими вещами люди занимаются. Плюс продолжались уже как бы ежемесячные регвары, где игроки просто между собой договариваются. Вот мы почти год уже следим в обзорах за событиями на HighStakes, и меня всегда интересовал вопрос, почему такая большая разница в политике у ГГ и VPN? То есть это два рума, где больше всего проходит HighStakes игры, при этом на ГГ открытое лобби и огромный рейк, на VPN наоборот. Лобби анонимное, а рейка практически нет. Из-за чего такая разница? На этот вопрос можно отвечать очень долго, уходить чуть ли не корнями там в 2009, там какой-то 10-11 года, когда румы еще не делили свой трафик на любителей и на профессионалов. Сейчас как бы покерные площадки уже точно понимают, откуда как бы чьи деньги они перемалывают в рейк, скажем так, и концентрированы только исключительно на проценте депозитов любителей, которые уходят в рейк. Поэтому им нужно поддерживать такой баланс, как бы чтобы и рейки могли что-то выигрывать, создавая трафик, но не слишком много, чтобы большая часть депозитов уходила именно в рейк. Поэтому как бы и популяризируются форматы вроде Spin and Go, каких-то Bounty, МТТ, там максимально гэмблевых форматов, где перевес добиться сложно, чтобы люди примерно в ноль между собой играли, и деньги перемалывались в рейк. А форматы, где, за счет мастерства можно получить большой перевес, и, грубо говоря, депозиты любителей, там, других игроков будут уходить в карманы этих профессионалов, которые реализуют мастерство, площадкам не особо выгодно. Собственно, мы, наоборот, пытаемся такой формат популяризировать. Успешно, не успешно, пока непонятно. И вот, допустим, я когда начинал карьеру, там, я играл Heads Up СНГ, где по ощущениям, в те года, не сейчас, вообще где-то процентов, вот если взять депозит любителей как 100%, где-то 90 уходило в пользу профессионалов, а 10 в пользу покер-рума. Вот и без шуток. Это примерно так работала дисциплина. И настолько вот тогда этот бизнес был в зарождающейся эпохе. Сейчас, там, в условных, если взять какой-нибудь Speed and Go формат, там, с какими-нибудь супермножителями, там, мне кажется, где-то 98% уходит в карман покер-рума и 2% на игроков, которые там реализовывают свое мастерство. То есть ровно чаша сместилась ровно наоборот. Вот, и поэтому ГГ идут по, с своей точки зрения, правильному пути, уводя игру мастерства в более лотерейный формат. А VPN почему-то, непонятно, почему они пытаются действовать другими методами. Видимо, Фил Наги, как лично, он сам лично игрок в покер, и, видимо, ему очень хочется сохранить вот этот формат регваров, сохранить формат игры мастерства, и он пытается уменьшить, этот процент, который уходит профессионалам, не за счет поднятия рейка там и добавления гэмбла, а именно за счет того, чтобы тяжелее было селектить игру. Он закрывает, борется со сайтами со сбором статистики, именно поэтому как бы раздачи на VPN трекаются как плохо, потому что со всеми майнерами активно борется. И также он пытается сделать такой вот формат анонимного лобби, чтобы со стороны не было понятно, кто играет. Да, на самом деле, если подумать, за последние 10 лет изменилось очень много чего. Я в школу ходил в 2013-м, а старина Шкипер уже ХСНГ, там 90% стека любителя получал. Все так. На самом деле это очень тяжелый дискуссионный вопрос. Я просто вкратце и сумбурно попытался там ответить, выразить свое мнение. На самом деле это все очень спорная и тонкая грань. Но одно можно сказать точно. Игровая индустрия за последние 10 лет поменялась очень сильно. И, походу, не в лучшую сторону. Мы подготовили интересную раздачу из регваров на VPN между ключевыми игроками в этой сети. Один из них это Барак Визбрат, супер топ-рек, топ-винер ГГ. Опять же, еще раз пропиарим его интервью на подкасте «Механику в покер». Шикарное интервью. Его оппонент это OnePlus1, он как раз таки наоборот, абсолютно, если Барака сейчас очень довольно медийная персона, то OnePlus1 абсолютно инкогнито, никто не знает, кто это, как бы откуда он, и даже страна, которая указана, скорее всего, неверная. В общем, I was only 17, это, собственно, Барак Визбрат, это его ник на VPN. Тики-так это Начо. OnePlus1 это вот, собственно, OnePlus1. Так, играется 3 Max.
барак рейтит с баттона. Ну, будем смотреть раздачу со стороны OnePlus One с Wallet 9. Так мне так будет интереснее рассказывать. И, ну, вы в конце поймете, почему так делать интереснее. Мы трибетим с Wallet 9 на SB против баттона. И барак защищается. Насколько я знаю, OnePlus One играет со спектром кола, но, думаю, все равно там более-менее в этой ситуации играются очень стандартные диапазоны. Они там, вот, условно, за 10 лет онлайн-покера менялись не сильно. Однако стоит отметить, что в последние годы, когда появилось больше соловерных расчетов, стали трибетить гораздо меньше коннекторов. То есть раньше вот в мое там время в активной игре уважались вот эти 5.4 там, 7.8 люди уважали безмерно. Сейчас как бы машины показали, что эту группу рук особо трибетить не нужно. И вообще можно практически всегда выбрасывать. Да, кстати, к этой же теме, я так понимаю, Solar, он пытается увеличить покрытие разных бордов и из-за этого домешивает в частоте разные руки, типа Колс Король 6 на ЦО против трибета из СБ. То есть вот раньше Король 6 световые заколить было, ну, не очень стандартной игрой, а сейчас вполне. Да, не знаю, как-то... На самом деле, очень спорный вопрос, можно про него дискутировать. Не сейчас это тоже не стандартно. Он есть. Ну, в небольшом есть весе просто... есть. Но это нужно понимать, как работает механика расчетов. То есть, действительно, там в составе какого-то диапазона Король 6 действительно неплохая комбинация. Там она что-то блочит, что-то где-то верхний стрит получает. Король 6 это, кстати, любимая комбинация Линуса. Фанаты Линуса могли увидеть там в каких-то диких раздачах, что Линус все время с Король 6 где-то что-то исполняется. Это уже как мем даже, что любимая комбинация Линуса Король 6. Она у него в любом диапазоне. И у еще одного игрока, кстати. У кого? У тебя? Да не, у Бати. Батя же хуярит эти Король 4. Много любимых комбинаций, там не только... Вот у Линуса именно Король 6, у Стефа там все подряд. OnePlus One трибетнул на SB против баттона. На текстуре Король 10.9 у SB подавляющее преимущество в диапазоне. Ну, опять же, за счет большего количества сильных KX, там все сеты в диапазоне, ну, большее количество бродвейных карт. То есть у диапазона баттона много комбинаций попало сильно хуже. То есть, вот, сетов, всякие низкие покеты, коннекторов у баттона тоже больше, которые здесь, ну, не все все-таки попали. Поэтому машина предлагает здесь конбетить рейндж конбетом, если у тебя правильный диапазон 3-бет SSB. Ну, наверное, поле тоже так будет действовать. Это интуитивно очень простая и понятная стратегия. Можно использовать треть банка, можно четверть банка. OnePlus One использует... Он в целом любит маленькие сайзы. Кстати, хочу отметить, что у него сайзинги в целом довольно нестандартные. Я как разбирал его игру, и часто он в какие-то комбинации выдергивает вообще в какой-нибудь подбет, там, овербет, там, где это, казалось бы, ну, можно и не делать. В общем, здесь он использует четверть пота, и я думаю, он поставил весь рейндж. Даже, ну да, это ровно четверть пота. Барак колет. Здесь баттон должен иметь какой-то диапазон рейза. Не особо большой, но, скажем так, в нем все комбинации индифферентны. Это означает, что как бы можно и так играть. Но если мы никогда не рейзим, то это как бы мы слишком как бы слабо... Ну, есть, в общем, в нашем диапазоне комбинаций, которые хотят подразогнать банк. То есть мы в целом какие-то дро там чуть-чуть, вот руки, которые миксуются между пассом там и колом или там рейзом. То есть если мы их будем играть только колом или фолдом, это, ну, для этих рук комбинаций будет хуже. Поэтому вот какие-то рейзы подмешивать баттону здесь нужно, как я это понимаю. Баттон играет кол. Барак, кстати, вот стандартные ситуации 1 на 1 очень хорошо играет. Вот могу посоветовать, кто вот, там, любит базы разбирать, вот его смотреть, у него очень отточенная игра. То есть он играет аккуратно, и вот все раздачи вот примерно как нужно. Вот, скажем так, такой, как раньше говорили, херни не делает. Поэтому вот для разбора кстати, очень понятный персонаж, потому что вот когда посмотришь какого-нибудь там Стефана, вообще ничего не понятно, что происходит. А вот у Барака более-менее все будет понятно. Вот у Барака, кстати, в интервью интересный момент очень, что он очень большое внимание уделяет концентрации, и в том числе в офлайне, и в онлайне, и прям это, как и ты, выносит на такую отдельную ступень. Барак защитился колом. По спарке короля, в принципе, диапазон СБ, как я это понимаю, усилился еще сильнее, потому что вот дамы и валеты поднялись в цене, у которых 19 комбинаций, то есть вот уже как бы на терне уже рейнджи не такие широкие, но они все еще широкие, но не супер широкие уже, там, как при флоп. И как бы дамы и валеты поднялись в цене, 12 комбинаций, туз 10 поднялись в цене, потому что королей стало меньше, то есть дам валетов у баттона тоже сильно меньше, там он не зарейзил флоп еще, то есть это как бы тоже диапазон уже ослаблен. То есть, в принципе, средняя часть диапазона с флопа усилилась на терне. И OnePlus One выбирает интересную опцию, он ставит еще один блок. Это в целом
ну вот, по, скажем так, олдскульным временам это очень нестандартная игра, потому что вот раньше, знаешь, вот люди старались как бы строго делить, там, вот это ставка на value, вот это ставка в блеф, там, иногда ставка, чтобы забрать мертвые деньги, да, вот здесь ставка, ну это вроде как value bet, да, то есть мы value betим дро, то есть мы value betим туз-даму, туз-валет, то есть это как бы не совсем дро, это дро, которое там будет брать ШД, но все-таки это дро. Там какие-то 8-7, крестовые флаш-дро, и там выбиваем, допустим, эквити каких-то вот рук, которые там чуть-чуть покетов, там, которые нас могут заблефовать, там чуть-чуть каких-то иксов, там, допустим, какой-нибудь руки типа туз 8 буби. Такую эквити такой-нибудь этой руки выбьем, у нее там есть ауты на туза, на десятку, на блеф. Плюс там по некоторым риверам мы эти валет 9 можем блефовать сами, допустим, если придет туз на... Ну, я предполагаю, если придет туз на ривере, у нас будут хорошие блокеры на короля, как минимум. То есть это такой очень комплексный бет, который показывает то, что OnePlus очень хорошо понимает соотношение диапазонов на этой текстуре. Это сильная игра. И этот бет нацелен, это, скажем так, это value bet draw. Value bet draw плюс желание выбить небольшое equity плюс блеф equity других комбинаций. Опять же, I was only 17, Барак должен здесь рейзить turn. То есть, опять же, он как бы OnePlus One изображает среднюю часть диапазона, и у нас есть комбинации, которые хотят как бы разыграть банк большего размера уже сейчас. Там частично дро, вот он как бы хочет валюбетить наши дро, а мы как бы эти дро должны, наоборот, превращать в блеф. Рейзить. Мы должны также, ну, чтобы как бы для него ситуация не была уж слишком уж хорошей, мы должны как бы рейзить value руки, очевидно. То есть здесь тоже, когда Барак, он здесь сыграл кол, его диапазон как бы еще как бы становится тоже чуть слабее. То есть как бы мы еще должны от него эту частично верхнюю часть, частично чуть-чуть дро отсечь. Ну, если мы, понимаем, предполагаем, как действует Барак. Выходит полный бланк на ривере. OnePlus One играет чек, Барак ставит all-in. Здесь интересная тоже очень интересная часть раздачи тем, что обычно, когда вот мы играем, ну, это очень тонкий момент сейчас, ну, попробуй разнесить, как я его вижу. Обычно, когда мы вот так очень тонко мерджим терн, и мы типа валюбейтим вот эти дро, особенно когда не шоудаун вэлли, вот как тут есть туз-валет, туз-дама, ну, все-таки мы предполагаем, что они будут брать ШД на ривере. Баттону есть что блефануть. Там валет 8, 7, 8, какие-то более слабые флаш-дро, у которых у туз-дамы и туз-валета есть какое-то ШДВ. То есть обычно, когда мы вот так вот мержим на терне плюс там выбиваем equity плюс блиц equity, мы риверы очень редко блофкетчим. Прям практически никогда. То есть обычно у нас план уже как бы вот такой вот bad check-pass условно сыграть. И вот в исключительных ситуациях мы рассматриваем блофкетч ривера. В исключительных ситуациях мы рассматриваем, когда наш вот этот планируемый, скажем так, bad check-pass переходит в bad check-call. Есть еще валет 9, наверное, ну, комбинация в целом неплохая, потому что блочит короля. Но и дрова она тоже блочит, опять же, те же валет 8, там. Ну, туз валет, может быть, все-таки иногда блефует. То есть мы же надеемся, что человек что-то переблефует. Когда пытаемся здесь блофкетчить, еще 1,5 пота пушит Барак. Вот шансы банка довольно плохие. То есть, ну, понятно, какие блефы пытается поймать OnePlus One. Это как бы 7-8, те же валет 8, те же крестовые флаш-дро. Ну, как бы, хватит ли их? Вопрос риторический, учитывая то, что... Ну, вопрос, точнее, не риторический, а спорный. Наоборот, это неправильная формулировка. Вопрос спорный, хватит ли их, потому что также Барак может здесь очень тонко влюбетить. Я думаю, он может, ну, туз 10 точно радостно пушит, любого короля точно пушит. То есть это value range очень широкий. Интересно, почему вот OnePlus One сделал этот колл. Какой интересный, какой у него план был на раздачу в целом. Вот какие риверы, как он собирался отыгрывать. Вот, опять же, если есть кто-то, кто глубоко подкован в теории, интересно будет почитать их рассуждения, если вдруг у вас будет желание их написать. Потому что для меня ответ не очевидный. Вот, когда мы вот этот... я понимаю, как играется блок терна и зачем он делается. Но вот желательно, когда ты так играешь, иметь четкий план на ривер. Я вот понимаю, что у нас хороший блокер на короля, и его вот можно использовать для блефа по скерри ранаутам. Плюс вот я понимаю, что на многих картах я хочу получить чек-чек. Вот, допустим, здесь я хочу получить чек-чек с туз-дамой и туз-валет. То есть в целом я чек-коут играть особо не хочу. Интересно, какой геймплан здесь можно строить. Я помню, мы, кстати, посидели на тренировке, и кто-то зашел и сказал, что он ресерчил лайны, и там был лайн bad check-call, и у него супер низкий винрейт был. Так это на самом деле или нет, информация засекречена, конечно.
Но, возможно, это реально не самая лучшая ветка, чтобы ее скрывать. Бывают ситуации, где мы с value диапазоном играем, так называемый value check call, то есть когда у нас как бы руки слабее на value пушат, еще и блефы пушат, но когда мы с блафкетчером, ну скажем так, с чистым блафкетчером играем, там bad check call ривера, обычно действительно винрейт в этой ситуации будет не очень. А в ситуациях, когда мы с чистым блафкетчером играем там мерж терна и собираемся играть check call ривера, действительно ситуация не благоприятная, но нам и не нужно выигрывать сильно часто. Там, вот даже вот когда человек играет овербетом, у нас шансы банка 38%, то есть около 38%, а это меньше, чем 50%. То есть мы чаще будем проигрывать, но кол все равно может быть плюсовый. Ну и справедливости ради, наверное, стоит отметить, что из блафкетч рук чистых, это, наверное, одна из лучших. Она блочит фулы, блочит стриты. Нет, не согласен. Сложно, наверное, докопаться. Это не... Ну, я, наверное, здесь не объективен, потому что я проверил эту раздачу, но мне даже до проигрывания показалось, что вот валет в руке не супер приятная карта все-таки. То есть даже дама 9 уже лучше. Потому что туз валет иногда может блефовать ривер. Валет 8 на самом деле, вот эти две комбы. Да, это мелочь, ну, точнее, одна комба. Это все-таки мелочь, но не совсем. То есть они как бы есть. Это одна комба. Но эта рука полностью индифферентна, а есть как бы блафкетчер. То есть даже любая десятка будет сильно лучше. Потому что, собственно, блочит десятку, которую оппонент может нас очень тонко валюбетить. То есть туз 10 может здесь тебя завалюбетить на стек. А туз 10 это очень много комбинаций у Баттона. Ну и что же мог показать топ-виннер всех сайтов и последних нескольких лет? Вопрос риторический. Топ-сет. Блокеры не работают. Блокеры не работают, это факт. Отдельно хочется рассказать про регвары, которые идут именно на VPN. Наигралась уже приличная дистанция, и стоит отметить, что где-то 85 там, плюс процентов этих раздач это именно регвары. Больше всего сыграли у нас топ-7. Это, перечислю по никам, чтобы было более понятно. На первом месте по количеству раздач это Начо. На втором Таксхир. На третьем это Линус Лав. На четвертом Дэвид Джонс. На пятом Джессам Гейл. На шестом, собственно, герой нашей прошлой раздачи Барак. И на седьмом это Enlight. Как мы видим, Барак очень уверенно выступает. И он по профиту он проигрывает только Мунизу, который просто уничтожает VPN. Он хоть и сыграл в 3 раза меньше раздач, чем Барак, но выиграл больше. И даже, наверное, в 5 раз меньше раздач, чем Начо. Начо и Enlight выступили не очень удачно. Опять же, дистанции небольшие, плюс, как мы уже рассказывали, VPN трекался очень плохо, в начале года особенно, поэтому результат может сильно отличаться, но мы как бы анализируем то, что есть, все равно какие-то тенденции уловить можно. И вот стоит отметить, что увереннее всех все-таки, на мой взгляд, выступил Барак. То есть солидные 10 ББ на 25 тысяч задач, конечно, не дистанция, но хотя бы что-то с чем-то. Также отметить стоит неплохой результат Линуса. То есть уверенно плюсанул. Тасхир сыграл, можно сказать, что в равнёхонько в 0. А Начо и Enlight прилично проиграли. А как обстоят дела у Enlight и у Начо? Потому что я вот пристально достаточно слежу за этими игроками. И, по-моему, у них не очень хорошо в последнее время складывается. Это даже немного страшновато уже смотрится в деньгах. Да, и Начо и Enlight не лучшие года в карьере, мягко говоря. Но стоит понимать, что, даже если про те же даунстрики говорить, это очень общее слово. И, допустим, ты можешь быть третьим игроком по уровню игры в мире, но если ты играешь с первыми двумя, ты будешь проигрывать. Плюс, отчасти, если ты играешь хуже, ты еще, допустим, ты там проигрываешь, каким-то тебе не везет, плюс там тебя обыгрывают, ты еще и это на тебя психологически давит, ты играть начинаешь слабее. То есть это все совмещается, то есть в плохом ране играть гораздо тяжелее, чем в хорошем. Как мы видим, Начо, наоборот, начинает играть больше. То есть это видно и по количеству раздач. Enlight, насколько я знаю, наоборот, старается брать больше перерывов. Допустим, сейчас он 3-й раз поехал в Макао. Мы вот записываем подкаст 4 октября, и вот он улетел туда 30-го, и вот уже в 3-й раз подряд за этот год. И там сейчас тоже такая дорогая, интересная игра. Так что будем болеть за него там. Насколько я знаю, там у него тоже пока особо не складывается. На ГГ тоже было немало дорогой игры. Причем игрались долгие игровые сессии с игроком под ником за час. Это любитель, который развлекается на всех лимитах. Начиная с NL200 до NL40 тысяч.
за что как бы мы, как говорится, дай бог здоровья человеку, успехов в бизнесе. А возможно, даже и в кинобизнесе, потому что ходят слухи, что это некто Бен Аффлек. Насколько это правда? Бен Аффлек действительно очень важная персона в истории онлайн-покера и, наверное, даже отдельно американского онлайн-покера в целом. И ходят слухи, что за час на ГГ это действительно он. Но с моей точки зрения будет немного некорректно по отношению к самому Бену приводить как-то аргументы там за и против, дискутировать на эту тему и как-то дианонить его. Поэтому я не могу дать на эту тему комментарий, но такие слухи действительно ходят. В общем, вместо предположения о том, Бен это или не Бен, рассмотрим интересную раздачу из этих игр между регулярными героями наших выпусков, собственно, вот Начо, которого мы уже сегодня обсуждали, и Дудем, как я его называю, Тобиасом Дёчвеллером, у него ник Дудь на Старзах. Раздача для меня очень странная, здесь я могу только догадываться, что произошло на Ривере. И если у наших зрителей есть какие-то идеи, тоже пишите, будет интересно почитать. Отмечу, что деньги на обоих участников точно не давят. Здесь стеки в ББ, но это лимиты на 20 тысяч, то есть оба героя играют гораздо выше, и у них огромные дистанции. Раздача концептуально похожа на нашу предыдущую. Здесь мы тоже ставим Blackback Turn, потому что карта очень хорошо подошла нашему диапазону. Правда, здесь, в отличие от прошлой ситуации, мы все-таки больше рассчитываем на Даблеф и Ривера, как я это понимаю. Даблеф на кресте у нас будет очень хороший блокер. И, ну, еще мы можем, все-таки все еще можем получить коутерки слабее, допустим, какие-то 5-6, туз 5 чуть-чуть, и чек-чек с ними на Ривере. И, наверное, самое важное, вот здесь уже, в отличие от прошлой раздачи, мы уже никогда не получим, никогда не будем рассматривать чек-колл Ривера. Вот здесь я не могу представить ситуацию, где Начо с десятками будет искать чек-колл на Ривере. Вот, допустим, на прошлой раздаче, ну, это отсылка к тому, что я рассказывал с Валет 9, что такая игра очень нестандартная, поэтому и прошлая задача меня так заинтересовала. Со стороны Дудя, мне лично кажется, что произошел какой-то невероятно жесткий левелинг, и он, ну, как-то уж очень сильно сместил диапазон Начо в сторону карманных королей. Да, безусловно, в этой линии могут быть карманные короли, но, блин, то есть класть игрока такого уровня на конкретную комбинацию, плюс еще, ну, как бы короли могли как бы и терн чекнуть, в каком-то весе, как минимум. В общем, я не вижу особо причин. Ну, то есть вот этот Blackbet, это, ну, практически чек на Ривере. То есть играть здесь, можно сказать, что чекбэк Ривера со вторым сетом очень странное решение. Я думаю, это вот именно что Дудь просто жестко перелевелился. В этом месяце также отыгралось немало ха-дуэлей. Было много красивых эксплойтов. Покажем несколько из них, ну и заодно покажем противостояние. Вот, допустим, раздача, которая мне лично понравилась, она может быть не такая тяжелая, но, допустим, я бы так никогда не сыграл. Это, собственно, Барак пытается иногда отобрать столы у Limitless в нужное для него время, и Limitless нашел очень красивый, тонкий value bet на Ривере. Ключевой момент все же это очень тонкий value bet Ривера. То есть диапазоны уже дошли довольно узкие. То есть уже мы как бы отыгрываем от таких предположений. Можно просто, ну, банально какие-то два туза солоплейные убийцы, которые в полном весе запросто могли дойти в этой линии до Ривера. Опять же, Солвер тоже не нравится этот пуш Ривера. Я тоже проверил эту раздачу. Мне сразу показалось, что пуш Ривера слишком тонкий. Но Виктор, на самом деле, хоть Виктор и поиграл в матч Стефану, Виктор очень хорошо играет ха. Я думаю, он нашел этот тонкий пуш именно потому, что правильно довел диапазон Барака. То есть он правильно, видимо, как-то разложил диапазон на предыдущих улицах. Возможно, что-то чуть чаще рейзит флоп. Что-то, возможно, где-то лидит. На самом деле, здесь нужно играть элит-беты по терну на месте ББ. Допустим, я бы так не сыграл, потому что я не хедзап-специалист. Но хедзап-специалисты наверняка это делают. И, возможно, мы там можем как-то рейндж еще сильнее обрезать. И тогда уже с дамой 5 у нас будет value bet. В общем, очень тонкий и красивый вывод на стек. Как бы любителям хедзапа, думаю, понравится. Также, с точки зрения, продолжая тему эксплойта, очень интересная дуэль между Дексом и Каяном. Декс, как по его собственным словам, сейчас больше специализируется на ха. Он считает, что у него лучшая форма в ха. Ну, то есть он способен на крутые эксплойты. А Каян в целом игрок, который играет очень размашисто, скажем так, душой. То есть у него там огромный ВСФ, он супер сильно борется за банки. И по обеим раздачам это очень хорошо видно. То есть вкратце пробегу здесь в первый, очень тонкий мерж от Каяна с валетами. Но вторая мне понравилась еще больше. Здесь оцените красоту. Декс дошел довольно тонкий валюбет на Ривере.
с Король 6, довольно скорее текстуре для Король 6. Каян выбрал тоже редкий и тонкий розыгрыш Туз-8, тоже на тяжелой текстуре вывод на стек. А дек еще после этого нашел еще и Bluff Cage со своими Король 6, который можно было вообще и не ставить. То есть такая, с точки зрения солвера, машина бы не одобрила, скажем так, совсем. Но получилось, что Каян победил, по крайней мере в раздаче с Король 6. Ну, также еще в чате, на мой взгляд, тоже преимущество на его стороне. Довольно забавный чат, где он поставил его аватар и еще и рассуждает, что попробуй победи меня теперь. Также нельзя в очередной раз не отметить, на мой взгляд, очень великолепный скрин, где Стефан играет параллельно с тремя чуть ли не лучшими игроками в мире. Параллельно с тремя сразу. Мало кто может похвастаться такой скрином и такой ситуацией. А насколько хедзап-дуэли вообще актуальны для профессионального игрока с точки зрения ЕВ? Потому что их все больше в последнее время, как будто, но я не совсем понимаю, что в них, кроме соревнования, есть именно в плане денег. Нет, в хедзапе можно играть на перевес, если ты специалист хедзапа, если ты готовишься к матчам и к сопернику, из-за того, что как бы в пип обоих игроков очень большой, там 80% плюс. Средний размер банка тоже очень большой. Ошибки дороже, перевес больше. То есть вот, если посмотреть все дуэли, которые происходили там за последние года, не было дуэли, где люди играли между собой в ноль практически. То есть обычно был вынос или в одну, или в другую сторону. Поэтому это говорит о том, что тяжело отыграть хедзап около нуля. То есть обычно кто-то выиграет. И как бы если будешь ты, то для тебя это будет хорошо. Поэтому с точки зрения ЕВ смысл в этом есть, если как бы ты умеешь это делать. Если ты как бы 6 макс специалист, для тебя, наверное, смысла никакого нет, скорее тебя вынесут. Но бывает такое, что прям если тебе прям очень нужен стол, вот что вот там условно супер VIP в лобби, и собственно тебе очень хочется за этим столом посидеть. И этот момент интересен тем, что вот каждого из этих 4 игроков, по идее, можно назвать одним из лучших в мире хедзаперов. Прям, всерьез. Да, конечно. Вот интересный был рейтинг в свое время на 2+2. Его составил Берри Суит. Кто, сильнейшие игроки, с кем он играл. И на первое место он поставил именно Макбоффина, насколько я помню. Даже выше, чем Линуса. Но Линус там тоже был в топ-3, по-моему, его. То есть он, по-моему, выставлял топ-5, и, собственно, в этих топ-5 были и Линус, и Майк Бойфин. Баттон-кликера в этом списке не было просто потому, что они вроде бы друг с другом не играли. А вот интересно, играется, например, хедзап-дуэль между, допустим, Батей и Линусом, и подсаживается любитель. И что тогда происходит? Они закрывают стол и убегают от любителя, потому что это уже сюр какой-то жесткий. Ну, это зависит от того, какой любитель. Если это прям любитель, то хедзап-матч откладывается, и уже начинается 6 макс игра. Если это, скажем так, более слабый профессионал, или там, допустим, рек другой дисциплины, в общем, не жесткий любитель, то действительно они могут просто закрыть этот стол оба и открыть новый. Это стандартная практика, такое было множество раз. Я помню сам, как на многих сайтах, что люди играют матч между собой, стол заполняется, они закрывают, уходят на новый. Это абсолютно нормальная практика. А чем все в итоге закончилось? Я думаю, что не все застали в прямом эфире. Я вот, например, застал только финальную часть. Насколько я понял, сначала ушел Линус, потом ушел Майк Бойфин, а вот на баттон-кликера я попал, и батя закончил с ним в плюс. То есть 10к они где-то вровень шли, а на 20к батя сел со стеком 600 ББ. Из-за того, что был жесткий микс лимитов, Стефан просто сел за все столы, где уже сидели игроки. Особо собственно, он и не выбирал соперников. То, что он, допустим, Линусу проиграл один боин, могло стоить для него дороже, чем там несколько боинов выигранных на 10к. Поэтому не знаю, как закончился матч по деньгам, но с баттон-кликером они играли дольше всего и даже продолжали потом, насколько я знаю, вот вчера они там еще играли снова. Также стоит отметить, что герой нашего прошлого выпуска Даниил, который совсем недавно еще играл на L500, уже разыгрывает 100 тысяч плюс банки с Линусом. И таким тоже мало кто может похвастать. Я, допустим, много наиграл с Линусом, но 100 тысяч долларов в банке ему не проигрывал. Один раз выиграл 100 тысяч банк, что, наверное, приятнее, но все равно это редкая ситуация. Как тебе кажется со стороны, с чем связан такой резкий взлет Даниила? То есть, можно было бы списать на дисперсию, но хотелось бы что-то более глубокое получить.
Ну, стоит, наверное, сказать, что это не взялся игрок из ниоткуда, как я уже говорил, то есть я там с ним играл еще там 6-7 лет назад. То есть это как бы он всегда играл хорошо, играл 1К, 2К. А на самом деле вот уровень там сильного стола NL2К, но он не настолько уж слабее, чем вот уровень там какого-то 20К, 40К стола. То есть это в целом, если там ты сильный игрок NL2К, ты уже, скорее всего, все остальные игры, как минимум, с хорошим любителем играть можешь. А резкий взлет связан с тем, что Даниил гэмблер от души, то есть он не боится играть дорого, не боится рисковать. И, ну, главное, как бы, вот так пару таких банков сыграть и опять не оказаться на NL500. Поэтому все-таки какой-то банкролл-менеджмент придумали не зря. А были на твоей памяти какие-то подобные примеры, кто так вот взлетал сразу к топам на 100К банке? И чем это все заканчивалось в итоге? Ну, таких примеров было немало, когда люди играли очень не по банкроллу. Были истории, которые закончились очень хорошо. Самая известная, наверное, это Брин Кенни, который играл турнир за $1 000 000, по-моему, или там, не помню, $1 000 000 или $1 000 000. Ну, это неважно. Когда у него банкролл был там условно 5 миллионов. То есть он на 1/5 банкролл пошел играть в турнир, чтобы вы понимали, с турнира вы там 80% случаев вылетите без призов. И выиграл этот турнир. Первое место, там 36 миллионов, по-моему, призовой. Ну, может, не 36, ну, в общем, очень много сразу выиграл. Это удачная история. Были, конечно же, и неудачные. Опять же, мне сразу вспомнился... Не совсем такая ситуация, но вот Баттон Кликер, который проиграл банк миллион, может быть, чем-то похоже. Или сколько там он банк проиграл? 700К, по-моему, он сам проиграл, то есть банк может быть даже больше миллиона. Я тоже не помню, но возможно там в общем, был, очень большой банк, разберешь. по-моему, от себя он играл. Он тоже, наверняка, ему было сильнее по банкроллу, но вот он решил сесть в эту оффлайн игру и проиграл много, очень большую для себя сумму. Так, в целом таких историй было много. Обычно люди, которые совсем из ниоткуда появляются, они обычно заливаются. А вот те, которые как бы уже имеют какой-то технический бэкграунд, они действительно могут раскрутиться и закрепиться на этих лимитах. Поэтому у Даниила есть все шансы. Да, здесь топ-2 у нас получился очень близкий. Дмитрий Гриненко почти обогнал Виктора. И это уже очередной месяц, когда мы видим Дмитрия в топе. До этого он не появлялся. Но сейчас он активно играет. И он в каком-то турнире даже, я видел, там попал, по-моему, в топ-10. Тоже там. Причем это было, где за финалку почти миллион давали. То есть он был буквально близок к миллиону. И еще и месяц в кэше выдал очень удачный, очередной. Также стоит, наверное, видеть Линуса, который почти ворвался, сыграв 700 раздач. Приятно видеть в топе Алекс Трева, да. Мне этот игрок очень импонирует. Ну, опять же, когда будем подводить годовой топ, мы попытаемся объединить ГГ и VPN. И я думаю, Алекс Трев будет выше, чем вы все можете думать. Интересный игрок на 8-м месте. Олдскулы помнят его еще на Poker Stars. У него был ник о Хэсинди. Он знаменит тем, что он много рубился и с инвокером, и с бароном. И тут старые воды инвокера, кто старые стримы, кто смотрел, о Хэсинди там регулярно участвовал. И сейчас он последние несколько лет он играет только в американских сайтах и вроде как много оттуда выносит. И здесь даже, несмотря что по ББ на 100 он сыграл в минус, но он, скажем так, поймал, на нужных лимитах поймал хороший ран и ворвался в топ-8. Какое-то такое очень теплое ощущение, когда на разборах раздач попадаются вот эти оппоненты там у напарника, и ты думаешь, что, ну, вроде как не так уж и далеко сравнительно. Но, конечно, всех микс-лимитов разные, и многие играют реально там NL1К-NL40К, и просто поэтому на нижних могут попасться с кем-то из нас. Да, ну, таким настолько жестко лимиты миксуют обычно вот американцы, которые играют только там в нескольких своих площадках, там, American Card Room, и им просто нечего больше играть. На самом деле, вот почти из топ-игроков, и насколько я знаю, ну, из известных европейцев, там, или русскоязычных, там, ну, 2К некоторые добавляют, но ниже 2К всем играть максимально лень. Вот на 10-м месте Мануэль Сааведра, я смотрю, он сыграл на хайстейкс 62 тысячи раздач. Это уму непостижимо, потому что, да, не знаю, на NL50 мало кто играет 60к раздач по нашим-то меркам. Да, но это мы, скажем так, поставили фильтр Эни, поэтому туда попали NL1000, то есть там большая часть на NL1000. Если поставить 5К+, то там будет раздач, конечно, меньше, но это не отменяет того, что Мануэль Сааведра действительно в сентябре играл невероятно много. Ну и поздравляем Виктора с очередным топ-винером месяца.